50, 40, 30, 20, 10. Впечатляет, не так ли? Если нет, то я вообще не знаю, чем вас удивить. То, что вы сейчас видели, это результат работы системы, которая позволяет посадить огромную машину точно на осевую линию, когда пилот не видит даже за концовку собственного крыла. Сегодня мы разберем эволюцию систем захода на посадку, от радиокомпасов до спутников. Поехали! Чтобы понять, как мы пришли к автоматической посадке, нужно вернуться во времена, когда единственным прибором для навигации в кабине был АРК – автоматический радиокомпас. На Земле стоит обычная радиостанция, которую называют ПРС – приводная радиостанция. Она просто вещает во все стороны, как обычная эфирная радиостанция, которую вы слушаете в автомобиле. А на борту самолета стоит приемник с поворотной антенной, который ловит этот сигнал и поворачивает стрелку прибора прямо на станцию. Кстати говоря, с помощью АРК можно слушать эфирное радио, но об этом мы поговорим как-нибудь потом. В общем и целом, все просто. Держи стрелку по центру и прилетишь на аэродром. Но, как всегда, есть тонкости. Во-первых, точность. Радиокомпас работает в диапазоне средних и низких частот. А это значит, что на стрелку влияло все – грозовые разряды, особенности рельефа и даже время суток. Ночью сигнал мог отражаться от ионосферы, создавая так называемый ночной эффект. И стрелка начинала скакать по циферблату. Во-вторых, и это самое главное, радиокомпас давал пилоту направление, но не давал высоты. Пилот знал, где аэродром, но не знал, под каким углом он к нему снижается. Ему приходилось рассчитывать вертикальную скорость самостоятельно, по секундомеру и таблицам, постоянно сверяясь с высотомером. Ошибся в расчетах на 10 секунд, и ты либо врезался в землю до полосы, либо перелетел ее и выкатился в чистое поле. Нам требовалось что-то более стабильное. Чтобы точнее посадить самолет, инженеры придумали систему ОСП. В народе – заход по двум приводам. Теперь на одной линии с полосой стояли две станции. Дальний привод, обычно в 4 километрах от полосы, и ближний привод, всего в 1 километре. Это уже напоминало прицеливание. При заходе на посадку необходимо было совместить обе стрелки радиокомпаса в одном направлении. Пилот сначала должен был пройти над дальним приводом на высоте примерно 200 метров. В момент пролета стрелка радиокомпаса резко разворачивалась на 180 градусов, а в наушниках звучал характерный код Морзе. Затем пролет ближнего привода на высоте 60 метров. Это и есть та самая высота принятия решения. Если в этот момент не видны огни полосы, уходим на второй круг. Но у пилота все еще не было прибора, который показывал бы, выше он или ниже нужной линии. Он должен был сам удерживать вертикальную скорость, исходя из своего опыта. Технически система ОСП была надежной как лом, но она требовала значительной квалификации экипажей. Авиации требовалось что-то, что само будет вести самолет за руку. И по курсу, и по высоте. К 50-м годам стало ясно – 2 приводов недостаточно. Чтобы посадить скоростной реактивный лайнер, нужна более высокая точность. Так родились системы посадки метрового диапазона. Идея была такая – установить на аэродроме 2 мощных радиомаяка. Первый – курсовой. Он стоит за торцом полосы и излучает 2 радиосигнала на одной частоте, но с разной модуляцией – 90 Гц и 150 Гц. Секрет в том, что эти сигналы накладываются друг на друга. Если самолет летит ровно по центру, его приемник слышит оба сигнала с одинаковой силой. Но стоит пилоту отклониться влево, как сигнал 90 Гц становится сильнее, и прибор в кабине тут же командует крутить вправо. Второй маяк – глиссадный. Он стоит сбоку от полосы и делает то же самое, но в вертикальной плоскости. Он ведет самолет под углом примерно 3 градуса к горизонту. Если вы слышите сигнал 150 Гц сильнее, вы просели ниже глиссады и есть риск набрать полный рот земли. Окей, сигналы в небе есть. А как самолет их ловит? В современных лайнерах больше нет десятка разных приемников. За все отвечает один черный ящик – многофункциональный приемник. Такой вот своеобразный комбайн. В одном блоке живут и ILS, и WOR, и GPS. Антенны же разбросаны по всему самолету. В носу стоят антенны для курса и глиссады, а снизу антенна маркерного приемника, которая работает на частоте 75 МГц. Когда самолет пролетает прямо над маяком на земле, в кабине раздается писк, а на приборной панели вспыхивает лампочка.
На дисплее пилота положение по курсу и глиссаде выглядит просто. Два индекса. Если они оба в центре, самолет на рельсах. Чтобы стандартизировать работу всех аэропортов мира, ИКАО ввела 3 основные категории захода на посадку. Чем выше номер категории, тем ближе к нулю видимость за окном. Категория 1 – это база. Система позволяет самолету снизиться до 60 метров. Если на этой высоте пилот видит огни, садимся. Видимость на полосе при этом должна быть не менее чем от 550 до 800 метров. С этим справится практически любой современный самолет и опытный экипаж. Категория 2. Здесь все серьезнее. ВПР падает до 30 метров. Вы летите на скорости гоночного болида и должны увидеть Землю буквально за 8-10 секунд до касания, когда видимость на полосе всего от 300 до 350 метров. Категория 3 – это высшая лига. Она делится на 3 подуровня. Категория 3А. Посадка возможна при видимости на полосе от 200 метров. Категория 3Б. Видимость всего 50 метров. Самолет практически на ощупь находит бетон, а автоматика управляет не только снижением, но и торможением на полосе. Категория 3С. Настоящая слепая посадка. 0 видимости, 0 ограничений. Технически это возможно, но на практике используется крайне редко, ведь самолету нужно еще как-то дорулить до терминала, не врезавшись в ближайший столб. Важно понимать, электроника для категорий 2 и 3 должна быть невероятно надежной. Вероятность отказа системы при автоматической посадке должна быть меньше, чем 1 на 10 миллионов. Именно поэтому на самолетах стоят по 2 или 3 дублирующих друг друга приемника, которые постоянно советуются между собой. Но что делать, если старый добрый радиолуч начинает привирать из-за рельефа или мешающих грузовиков на поле? В 80-х годах в Советском Союзе решили провести амбициозный эксперимент. Проблема была в том, что даже самая совершенная электроника подвержена помехам. Так появилась система глиссада, первая в мире попытка использовать лазеры для посадки самолетов. В воздухе буквально материализуется трехмерный световой коридор. Для пилота это выглядело так. Сквозь непроглядную стену тумана вдруг проступают четкие цветные перила. В этом эксперименте все было завязано на физике и психологии. Если ты идешь идеально, то прямо под собой видишь курсовой лазерный луч, а справа и слева – лучи глиссады. Почему же мы не видим такие световые шоу в каждом аэропорту сегодня? Главная причина – такие системы нельзя сопрячь с бортовым оборудованием и обеспечить автоматический заход на посадку. Тем не менее, этот эксперимент оказался довольно эффективным. Лазер позволял пилоту увидеть полосу в 2-3 раза раньше, чем любые другие приборы. В начале 2000-х казалось, зачем нам все эти маяки на Земле? Ведь есть GPS. Но была одна проблема – обычный гражданский GPS ошибается на десятки метров. На эшелоне это мелочь, но при заходе на посадку такая погрешность – это предпосылка к катастрофе. Чтобы спутники могли посадить самолет, им понадобились суфлеры на Земле. В современных портах стоят системы GBAS. Это высокоточные станции, которые знают свои координаты до сантиметра. Они ловят сигнал из космоса, понимают, насколько он врет в данную секунду, и мгновенно отправляют поправку прямо на борт самолета. Это называется GLS. Заход по спутникам с точностью ILS. Пилот видит на приборах те же самые планки, но самолету больше не нужны радиолучи от маяков. Он просто знает свое место в пространстве с точностью до спичечного коробка. Авиация прошла путь от костров в поле до сигналов из глубокого космоса всего за 100 лет. Но какой бы совершенной ни была техника, в кабине все равно сидит человек. Именно он, глядя на приборы и сквозь туман, принимает то самое решение, которое гарантирует, что этот полет закончится мягким касанием. На этом на сегодня все. Вопросы, замечания и предложения в комментарии. Подписывайтесь на канал и до скорой встречи. Нам еще есть что обсудить.